Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, почти бритье. Немного вопросов в этот раз насобиралось, там, по-моему, где-то 5-6, мы их сейчас быстренько разберем, да уже и бриться-то пойдем. Первый, с которого хотел бы начать, это вопрос Александра Пупса. Он говорит: здравия желаю. Вот есть такой вопрос. Но судя по тому, как он здоровается, это, скорее всего, военный. Так что, Александр, и я вам тоже здравия желаю и отвечаю на вопрос. Вопрос звучал так. Александр где-то наслышался и спрашивает, как сильно будет влиять на ходовые качества лезвия, что они дольше будут ходить, если эти лезвия переворачивать после каждого бритья. Это, наверное, пожалуй, один из немногих баянов, которые я все-таки пропустил и не пристегнул к вопросам о новичках, которые вот совсем недавно выходили. Но, Александр, это баян. Самый обыкновенный баян, который задают каждый новичок, вот каждый уважающийся новичок, ну, через одного. Все-таки задают. Ну вот смотри. Кстати, к этому же привязывают еще и то, что на лезвиях цифры. Что вот якобы цифры для того, чтобы вот там отмечать, на этой стороне я брился, на этой не брился. Документально запротоколировано, как-то зафиксировано, чтобы вот эти перевороты лезвий как-то влияли на ходовые качества, я не знаю. И по большому счету я согласен с Моней Черноморским, который там вот в комментариях точно так же ответил. Ну, по сравнению с тем, что мы тратим на бритье, то есть это станки, мыло, помазки, автошейвы, там камешки, полотенца, чаши, ну то есть вот это вот все, ну лезвия это по сути копеечные траты, так-то разобраться. Но тем не менее, если ты хочешь в этом разобраться, я просто могу сказать то, что я знаю. Возможно, ребята в комментариях что-то еще от себя добавят. Так вот, я никогда не заморачивался переворотом. Очень сильное подозрение, что это не так уж сильно-то и влияет. Потому что, ну ладно, прошел ты одной стороной, понятно, по картинке, лезвие прошло там где-то, что-то как-то на микроуровне, там может быть РК, где-то что-то туда, ты потом переворачиваешь, а потом вот РК опять. Мне кажется, это настолько геморройно, что гораздо проще и важнее обратить на другие способы, которые продлевают, вернее, помогают продлевать жизнь бритья, их жизнь в бритье. А какие? 100% доподлинно известно, что лезвие гораздо больше будет ходить при некоторых обстоятельствах, которые ты можешь делать сам своими руками. Во-первых, никогда не дави на станок. Никогда. Чем меньшее давление ты оказываешь на станок во время бритья, чем меньше оно касается кожи, ну и естественно в пределах разумной достаточности, а то что рядом с кожей будешь водить, так оно вообще тупиться не будет, но ты и не побреешься. То есть чем меньше ты давишь, чем нежнее ты сам себя бреешь, тем дольше проходит проходит бритва, лезвие, само лезвие. Для этого нужно еще кое-что сделать. Для этого сделать нужно нормальную, подходящую для этих условий пену. Потому что если ты забьешь себе шапку Деда Мороза, и она будет тугая, плотная, то лезвию, чтобы пробиться через это, нужно будет все-таки придавать ускорение. Потому что под своим весом она уже через эту шапку не пробьется, и чтобы побриться, ты будешь поддавливать. Поэтому некоторые, не все, но некоторые ребята делают так. Они взбивают такую пену, которая на грани. Вот еще чуть-чуть капельку воды, и она у тебя потечет. Вот делают такую жидкую пену, без всяких шапок, без нифига, и вот тогда спокойно начинают бриться. Где-то, наверное, месяцев 6, 7, 8, 9 назад, не больше, я на канале даже выкладывал видео, там какой-то парнишка то ли с Америки, то ли с Англии, что-то там 256, что ли, или там 285 раз побрился одним лезвием. Ну, я не хочу сказать, что он гик, но я вот к этой истории отношусь 50 на 50. Одна половина 50, это я, ну так, чтобы верю, да, ну мы же все бреемся для удовольствия, правильно? И на одном лезвии там 2-3 сотни раз бриться, ну какое там уже удовольствие. А вторая 50 мне показывает, что да, если человек вот все-таки таких результатов достиг, то наверняка он использовал все те техники, вот про которые я тебе сейчас рассказал, то есть не давить, жидкая пена, плюс все-таки возможно на одном лезвии бриться долго. Как далеко на этом пути заходить и как сильно заморачиваться, ну каждый решает сам. Но вот этими вот переворотами играться, мне кажется, пустая трата времени. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. По-моему, под прошлым или под запрошлым видео Александр Водорезов и Моня Черноморский друг друга прокомментировали по поводу помазков. Моня выразил свое, так сказать, видение, что вот ему большие помазки нравятся. Ну, Александр Водорезов, да.
Александр говорит, что в принципе-то достаточно для побриться там 18, 20, 22 миллиметра. Я согласен и с тем, и с тем. Я к этому отношусь гораздо спокойнее, гораздо взвешеннее, потому что какой именно выбрать помазок, каждый по большому счету решает сам. Но вот смотрите, если, допустим, у вас постоянные походные условия, если вы где-то постоянно на выезде, если вам где-то постоянно что-то нужно таскать, не сильно большая разница, будете вы с собой таскать 30 мм или 20 мм, но все-таки 20 предпочтительней, потому что это будет уже вот такая зубочистка, ты всегда им можешь побриться. Да, он будет работать не так мощно, но тем не менее он все равно будет работать. И вот этих 18, 20, 22 мм хватит-то за глаза. И давайте не забывать, что вот эти все монстры, которые 24, 26, 28, 30, 32 и больше миллиметров, они стали-то появляться вот буквально последние десятилетия. А до этого-то все помазки-то они были маленькие. Кто их? Французы, по-моему, придумали, да? Так вот, французы с чего там начинали? Там вообще, по-моему, было что-то 16, 18, 20. Это было нормально, это было хорошо. Это мы сейчас с вами в роскоши купаемся. Вот я хочу себе такой, такой. То есть вот как бы выбор есть. Как к этому относиться, тоже каждый решает сам. Это легко понять на примере. Ну вот мои одногодки меня поймут, а те, кто помоложе, они сейчас как раз в этой паре. Каждый половозрелый мужчина, он за свою жизнь проходит несколько этапов. У него нет такого, что вот как вот он в 12-14 лет там начал думать на эту тему, и все, вот он как влюбился в один типаж женщин, так вот всю жизнь он один типаж женщины любит. Нет. Настает какой-то период, вот ему нравятся вот такие вот. Настает какой-то период, вот все-таки ему уже не нравится, ему нужно вот что-то вот такое вот небольшое, миниатюрное, там кругленькое, упругенькое, потом длинненькое, широкенькое, потом такое, такое. То есть мужиков кидает из стороны в сторону точно так же. И вот в каждом периоде вы отдаете предпочтение вот такому типажу женщин. Мне кажется, точно так же и с помазками. Вот у вас какой сейчас период времени есть, вот так вот такой помазок вы будете любить. Я вовсе даже не удивлюсь, что вот Александр, написавший, который участвует, что ему нравится там, вот, ну, в смысле, хорошо заходит там вот 20-22 миллиметра, пройдет 5, 7, 10 лет, он точно так же, как Моня Черноморский, будет любить большие. А Моня, наоборот, перелюбит большие и скажет, да ну надоели, я вон на маленькие уйду. Так что тут, ребята, каждый выбирает сам. На чем я порекомендовал бы все-таки обратить внимание при выборе тех, ну это новичкам, это не те, которые уже в теме, те уже сами знают, что там выбирать. Если вы предпочитаете работать с чашей, обратите внимание на ручку, потому что если у вас будет короткая ручка, ну, вот короткая ручка, ну вот типа такой вот, знаете, от Яков, да, то каждый раз, когда вы будете работать, у вас ручка будет тонуть, и работая, вы будете пальцами стучаться по краям. Плюс пена будет быстро на пальце находить. Насколько это приятно и как можно с этим мириться? Ну, каждый решает сам, конечно, но гораздо удобнее и приятнее, если, допустим, в этой ситуации вы берете что-то побольше, вот типа такого. И в этом случае вы уже работаете спокойно совершенно, не касаясь нигде ничего никак. Или, допустим, какая-то усредненная ручка. Плюс, на что влияет сам диаметр. Ну, как понятно, чем больше помазок, тем больше пены он в себе вместит. Ребята, да, какие-то жрут пену, там, то есть мы сейчас говорим, вот обычный среднестатистический помазок. Чем больше диаметр, тем больше пены он себе будет аккумулировать, и тем больше пены он себе отдаст вам на лицо. Тем мощнее он будет работать по вашему лицу. Если вы берете, допустим, 30-миллиметрового красавца, то понятно, что он вам закрывает такое, что он дарит такое, что это несравнимо с 20-миллиметровым. Но опять же, если это вам нужно, потому что если вы возьмете, допустим, 20-миллиметрового, так, ну какой-нибудь, вот такой вот. Ну да, они разные, но тем не менее по диаметру похожи, но это совсем другая история. Если помазок сделан правильно, если у него правильное соотношение длина узла, длина ручки к диаметру, и ворс подобран грамотно, у вас тогда проблем вообще не будет. Почему я говорю об этом? Потому что я сталкивался в своей жизни. Один раз, по-моему, у Симожа я взял там вот длинный такой кабанчик был. У него ворс был настолько длинный, что там, по-моему, то ли 65, то ли 70 миллиметров. Он уже переходил черту, и упругость кабана не выручала. Я уже работал как мочалом этим помазком. Есть люди, которым это нравится, да, несомненно, есть.
Но это не мое. Я от кабана в первую очередь ищу массаж, упругость и такой, знаете, персик. Вот это мне надо. А когда этот персик превращается в спелое яблоко или в поплывшую дыню, ну это как бы уже не то. Поэтому вот на все эти мелочи, если будете обращать внимание, то ваш помазок всегда вас будет радовать. Ну и, конечно, тоже, да. Стоимость помазка — это не есть гарантия его шикарности и исключительности. Если вы возьмете хороший помазок за 20, 30, 40, 50 долларов, евро, это не значит, что вы возьмете помазок за 200 евро, и он у вас на 150 баксов будет, на 150 евро будет брить лучше. Это вы не качество бритья покупаете, это вы покупаете эмоции, ощущения, удовольствие, это вы себе делаете хорошо, приятно. То есть вот вы эмоции берете, за свои бабки покупаете, вот это вы делаете. А в бритье, он, надеюсь, будет настолько же хорош, насколько и там 30, 40, 50 долларов. Вот это я хотел сказать. Ну, тут заходил недавно на форум, почитал там первые отклики по Колибри. Присоединились к нам и наши германские друзья Охохо. Мы лично с Охохо не знакомы, но если он меня сейчас смотрит, если он меня сейчас слышит, я хотел бы ему передать респект и уважение, потому что, ну, это действительно, вот каждый раз, когда этот человек приходит на форум, это спокойно, это взвешенно, это выдержано, это как дорогое марочное вино. Ты просто читаешь, и ты понимаешь, что у человека никакого лишнего текста нет совершенно. Вот он что думает, то душой и говорит. Ну и там, конечно, тоже есть другие комментарии, там и погорячее, и похолоднее, но почему-то комментарии именно вот этого человека мне всегда западают. Я хотел бы ему передать привет из солнечной Германии, из солнечной Сибири. Ну и держитесь, ребята, скоро мы вас еще кое-чем порадуем, пока не буду говорить чем. Также появилось несколько видеообзоров, это, конечно, и Гриша, и Кеви Шейвс с Англии. Ну и много-много-много чего. Отклики уже к нам в магазине пошли в комментариях. Кстати, ребята, кто если Колибри побрился и есть желание оставить какое-то свое впечатление, вот свое впечатление, каким оно будет, там положительным, отрицательным, нейтральным, это каждый решит уже сам. Ребята, будь ласка, придите, пожалуйста, в магазин и оставьте этот отклик, потому что ваши вот эти вот эмоции, ваше видение, вот эти ваши ощущения, они помогают другим людям определиться и совершить правильный выбор или наоборот не совершить ошибку. То есть вот тут ваши комментарии очень сильно помогают. Какого рода ошибку? Сейчас вот следующий комментарий. Он к нам в магазине пришел от Анатолия. Он оставил свой отзыв. И, к сожалению, он попал в ту самую ловушку, в ту самую западню, в которой я уже был не раз. И новички все туда регулярно попадают. Да, я не думаю, что вот все те старожилы, которые в бритье, они тоже миновали этой западни. Дело в том, что как только я пришел во влажное бритье, первое, что я успел понять, вот по тем откликам, по тем отзывам, которые вот в околобритвенной среде происходят, это то, что гребенки все жесть какие агрессивные. Ну просто шо пипец. Вот чуть ли там не 41-я голова. И это было у меня, наверное, на протяжении, может быть, года, полутора-двух лет, пока я наконец не взял свою первую гребенку, по-моему, Меркур какой-то там или еще что-то типа такого. Провел, блин, да это котенок ласковый, мартовский. То есть бреешься и кайфуешь. Понимаете, то есть вот гребенка это не есть равно агрессия такая, что вы бриться не сможете. Вот в эту же ловушку и попал Анатолий. Он побоялся, что гребенка будет слишком агрессивна для него и взял не тот станок. А на самом деле, ну, не бойтесь, ребят. Не бойтесь, гребенка это всего лишь маленькое видоизменение инструмента, убирают сплошную гарду и делают ее прерывистой для одной единственной цели, чтобы больше пены оставалось на вашем лице. Ну и вторая еще цель, тоже косвенная. Если вы, допустим, вот так вот долго не брились, как я сейчас, вам легче будет брить, потому что сквозь эти зубья, которые у вас на гребенке, волосы будут проходить, и вам легче все это будет срезать. Чуть-чуть, совсем маленько. Если вы возьмете два равнозначных инструмента, один open comb, другой closed comb, то есть с гардой, с открытой гардой и закрытой гардой, с гребенкой обычной, с открытой гребенкой он будет чуть-чуть, ну там децл, там 5, 7, 10% может быть чуть-чуть поэффективнее, чем с закрытой. И то не всегда. Но чаще случается вот именно так. Но это не значит, что вот у вас с закрытой гребенкой, а то же самое вы взяли с открытой, и там в полу сразу как махнуло, и все.
Ребята, не бойтесь, если вы думаете за гребенки, если вам это интересно, если вам это нравится, не настраивайте себя, что они агрессивные. Они будут чуть более агрессивные, чем их собратья, но не более того. Это все тот же инструмент при соблюдении определенных правил, там, техники бритья, он вас побреет просто великолепно. Ну и завершить сегодняшний выпуск я хочу комментарием Александра Павелева, который он оставил под прошлым видео или позапрошлым. Спрашивает, как ГАП влияет на обрастаемость. Вот, то есть, если я его правильно понял вопрос, то получается, что чем выше ГАП, тем дольше потом волосы не растут. Александр, это косвенно. Это косвенно, и многие люди заблуждаются, я не пойму почему. Может быть, ну, скорее всего, это новички просто вот пока еще не привыкли. ГАП – это не есть показатель эффективности станка вообще в принципе, во всем. Об эффективности инструмента по ГАПу можно судить только внутри какой-то линейки. Вот, допустим, вы берете Rockwell, допустим, вы берете Carve, допустим, вы берете Timeless. Допустим, вы берете старт, допустим, вы берете калибри. Вот внутри каждой этой линейки увеличение ГАПа, оно вам прямую будет показывать, что да, вот этот инструмент более мощный. Потому что когда вы приходите, покупаете тот же самый Timeless, если у вас на ГАП стоит, там сколько, 0,86, по-моему, еще раньше было 0,68, что-то типа этого, а потом стоит 0,95, вот те три ГАПа, которые у Timeless были, то козе понятно, что 0,95 будет самый агрессивный. А 0,64, по-моему, 68 какой там был, их сейчас, по-моему, не делают уже. Это самый-самый-самый-самый такой мягонький. Вот внутри этой линейки, да, так можно судить. Но если вы берете Timeless 0,95 ГАП и берете, допустим, старт 0,95 ГАП и, допустим, берете какую-то из плит Carve с подобным ГАПом, это будут три разных инструмента. Их никак нельзя сравнивать. Потому что есть бритвы с очень маленьким ГАПом, там 0,5, 0,63, там 0,68, а брить они будут, допустим, ну, не как 41-я голова, но тоже так нехило. Ребята, геометрия. У всех инструментов разная геометрия. Параметров, кроме ГАПа, кроме вылета лезвия, там еще порядка где-то 10, которые точно так же влияют на бритье. И вы берете один станок с ГАПом, берете совершенно какой-то другой станок ГАПом, и вы начинаете вот из этих 10, 12, 15 параметров вычленять только два ГАПа и говорите, а вот какой там вот этот какой? Да никакой. Потому что у этого такая геометрия, у этого такая. Геометрию можно сделать такую, что при ГАПе 0,5, а другой, допустим, ГАП 1,5, он полторашку будет перебревать. Возьмите те же самые Вульфманы, там тоже идет, по разгаповке как, но геометрия это сохраняется внутри линейки. Все вот эти вот бритвы, которые я перечислил, это Rockwell, Carve, Timeless, Start, Calibri, Вульфманы, да много еще других бритв. Они все при изменении разгаповки сохраняют свою геометрию. Именно поэтому и можно внутри этой линейки говорить. А у вас вопрос, чем больше ГАП, как это влияет на обрастаемость? ГАП косвенно. Вот это я объяснил. Почему так подробно? Потому что тут совсем недавно прочел кое-где, там ребята запутались в собственных этих. Ну не суть. Так вот, а что напрямую влияет? Выбриваемость, то есть агрессивность станка. Тут, к сожалению, еще одно может быть западло, потому что мы в нашем бритвенном языке придумали какое-то, на мой взгляд, не совсем правильное слово для понимания остроты бритвы. Мы взяли это слово агрессивность. Если станок мягкий, мы говорим мягкий станок. Если станок средний, мы не говорим средний, мы говорим средне-агрессивный. А если станок острый, вот как Мюллер 41, мы говорим агрессивный. Но у агрессивного же есть еще и другое же понятие – воздействие на вашу кожу. То есть вот при бритье, насколько агрессивно вы будете ощущать этот инструмент. И вот на этом месте там многие люди и путаются. Когда человеку говорят, допустим, вот 41-й агрессивный станок, все, понятно, да. А потом, а что он так жжется? Так вот он, агрессивный получается. Он сам по себе агрессивный настолько, что выбривает вас просто, как хорошо. А воздействует, эпидермис снимает хорошо. А если говорить, допустим, за 1,18, там, за 1,3, за 1,5, они тоже агрессивны, потому что они острые, но у них воздействие на кожу совершенно другое.
их назвать агрессивными, но уже просто язык не поворачивается. Потому что ты говоришь, да, это агрессивный человек, берет 1,18, 1,3, бреется. Да какой он агрессивный, нормальный, мягкий. Но он не мягкий, мы опять запутались. Понимаете? Так вот, выбриваемость. Чем чище вы выбреете свое лицо, ну, без увечий, конечно, чем больше BBS у вас будет на лице, тем дольше будут потом не расти волосы. Тут есть маленький подводный камень. Каждый инструмент оставляет свой след. Я на 100% не уверен в том, что вот сейчас я скажу, что это правда. Я просто пытаюсь передать свои ощущения. Вот допустим, я беру 41-ю голову, брею ей одну половину лица, а потом беру опаску, клинок, и брею вторую половину лица. Выбрился и там просто изумительно. И что лучше еще иди разбери, потому что и там хорошо. Но после каждого этого инструмента волос будет расти по-разному. После 41-й, ну, он, знаете, он как вот знаете, вот так срезал вот так ровненько, и он как цилиндр тупенький. И вот так вот тупенький жесткий цилиндр начинает у тебя пробиваться, и ты потом это хорошо чувствуешь после опаски совершенно иначе. Там уже нет вот этого тупенького цилиндра, а там, знаете, как чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть как колышек заостренный, и он совершенно другой, характерный. Он такой, вот проведи рукой, и стопудово ты скажешь, о, это после опаски. Вот вам раз только почувствовать, и вы сразу это поймете. На мой взгляд, после опаски волосы дольше отрастают, чем после Т-образной бритвы. Но это по моим ощущениям. Возможно, у кого-то по-другому. То есть частота выбриваемости в первую очередь влияет на обрастаемость. Если вы побреете лицо одну сторону мягким станком, другую сторону агрессивным станком, то у вас на мягком вырастет быстрее, на агрессивной позже. Вот так я это понимаю, вот так я это чувствую. Но это был последний вопрос. На этом разрешите с вами попрощаться. Хочу анонсировать следующее видео. Там будет маленький подвох. Я сделал перестановки. Если следующее видео должно было по расписанию идти, это 1.3 и 41 голова, я 1.3 заменил на другую плиту, 1.5. Для этого есть основания. Какие? Ну вот, бриться будем, я вам все и расскажу, и покажу, и по полочкам разложу. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и пока-пока. До новых встреч. Пошли бриться.